Поздравляю, друзья, вас с великим праздником, с праздником Дня Победы. У меня у самого воевал дедушка, для меня это очень важный день. И давайте пройдемся, подведем итоги о том, как прошел парад Победы, пройдемся по всем фактам, кадрам, которые показывали различные СМИ. Но прежде чем это сделать, я вынужден, наверное, подлатать одну ситуацию, которая произошла во время парада Победы, когда шли войска доблестные, которые очень ценимые Владимиром Владимировичем Путиным прошли по Красной площади, практически только они прошли, это Северная Корея. Но я заметил одну, скажем так, нестандартную ситуацию на сегодняшний день, раньше такого не было. Всегда диктор, хотя может быть что-то сейчас со связью, связь же отключили. Мы сейчас пройдем все это подробнее, но сразу хочется начать с главного. Обычно диктор за кадром рассказывает, что идет такие-то части, такие-то подразделения, формирования, и что они делали во время Второй мировой войны. Благо, храни бог интернет, мы живем в веке технологий, когда можно просто спросить у искусственного интеллекта, что должен был бы по аналогии со всеми парадами Победы говорить в этот момент голос диктора за кадром. Поэтому я со своей стороны озвучиваю, идут корейские подразделения, и что бы должен был сказать тот самый диктор. Перед трибунами проходят военнослужащие КНДР. В годы Второй мировой войны их деды и прадеды в составе Квантунской армии императорской Японии обеспечивали тыл и участвовали в операциях против союзников на стороне гитлеровской оси. Именно против этих сил в августе 1945 года Красная армия провела одну из самых масштабных наступательных операций, разгромив японские войска на Корейском полуострове. Ну а теперь давайте, друзья, уже пройдемся. Ну, дополнил просто, чтобы как бы была законченная картина самого парада. Теперь давайте пройдемся, что по поводу самого парада происходило, какие были высказывания, обращения. Напомню, что Путин как-то лишил права на эту победу, как мне показалось, в своем обращении европейские страны, сказав, что они, ну, собственно говоря, служили на фашистскую Германию, потому что вот они там им продались, короче говоря, и теперь они все плохие, они НАТО. Но давайте пройдемся, тем не менее. Первые парады проходят по России, это вот все начиналось, регионы Дальнего Востока, Сибири отмечают 81-ю годовщину Победы. Праздничные мероприятия стартовали в восточных регионах страны, парадные расчеты торжественно прошли по главным площадям Петропавловска-Камчатского. Хочется надеяться, что там шли не фашистские подразделения. Ну, еще, да, я прекрасно понимаю, что когда-то и Северной и Южной Кореи не было, и что тогда она была, ну, по сути, провинцией Японии. Да, то есть я на всякий случай уточняю, что много чего изменилось, я не хочу обидеть южных корейцев. Это прекрасно развивающаяся, стремительно развивающаяся страна, да и Северная Корея, дай бог, освобождение, наконец, всем ее жителям. Я даю себе этот отчет, но раз мы, да, ассоциируется, раз Путин вспоминает, что европейские страны там продались, легли под нацистскую Германию, ну, вспоминать так вспоминать. И плюс к этому еще раз, на параде, да, я так немножко оправдываюсь, что для меня этот праздник важен, но во что его превратили, это тоже для меня в результате важно уточнить. Но тем не менее, да, вот хочется надеяться, что там не пускали какие-нибудь подразделения, которые не хотелось бы видеть. Эстафету памяти подхватила Чита, Новосибирск. Жители городов проходят на центральной площади, чтобы посмотреть традиционные, значит, соответственно, колонны техники. Песков прокомментировал указ Зеленского. Зеленский сделал указ о том, что он разрешает проведение Парада Победы, но если бы он знал, что там будут идти, по сути, союзники вермахта, наверное, он бы не разрешил. Не знаю, у Зеленского надо спрашивать. Но Песков очень расстроился. Он говорит, горе тому, кто над Днем Победы пытается подтрунивать. Мне кажется, прогнать солдат Кореи, это и есть подтрунивать. Но, впрочем, в голову Пескова не заглянешь. Но что выскакивает в плане продолжение рода Пескова, мы с вами знаем. Когда его дочка приезжает за всю свою жизнь, она должна была произнести одну фразу, изображая себя умной. Ну, напишите ей, пусть прочтет и запомнит. И когда она на кораблестроительный завод приехала и сказала, что что-то про судопроизводство начала говорить. То есть перепутала термины, ну то есть совершенно бестолковая. Ну вот все, что нам подарил Песков. Ну и плюс к этому он обижается, что нельзя подтрунивать над парадом. Ну как бы так-то да. Акция «Бессмертный полк» прошла очно в некоторых регионах России. Также нам сообщали news.ru и News же нам сообщают, что до блеска последние штрихи перед Парадом Победы в Москве. Ну, вот тоже вот некие представители, хочется надеяться все-таки, российских, по крайней мере, вооруженных сил. В Чите впервые по площади прошла колонна жен и матерей участников специальной операции. Их такой, ну их достаточно много, жены, спецоперации. Спецоперации, они обычно очень быстрые, вот как у Трампа, 40 секунд.
Ну, вот жены прошли. Придет время, когда к нам будут проситься сюда, чтобы приехать и побыть на этой площади. Красную площадь 9 мая посетят лидеры 5 стран. Об этом говорит Лукашенко, Путину. Я так понимаю, про Красную площадь, но, возможно, возраст и... Ну, понимаете, просто часть культуры ведь всегда наполняется какими-то фильмами. Был такой замечательный фильм, ну, как был, есть, можно посмотреть. Это «Рыцарь дня». И там хорошая фраза звучит, что придет время, это так говорят тогда, когда точно не придет. Ну, просто вот он специально эту фразу произнес. У меня только один вопрос. В Москве начали отключать мобильный интернет, это чтобы получше люди могли ознакомиться, то есть как бы присутствовать, да, ну, всегда онлайн-трансляция, а здесь просто онлайн-отключение. Даже не буду это комментировать, то есть во время парада отключили трансляцию, прогнали союзников гитлеровской Германии, ну, как бы, мне кажется, вообще история просто закончена. Участника пыток украинских пленных, это The Insider сообщает, в донецкой тюрьме изоляция задержали во Франции. Такое достаточно важное событие, я уж что добавлю сюда, отдельно мы будем уже дальше разбираться, но пока что, как говорится, все в кучу. Во Франции задержан гражданин Украины, который с 17 по 19 год сотрудничал с так называемым Министерством государственной безопасности ДНР, в частности, участвовал в издевательствах. Я уже разбирал такое дело, правда, меня его забанили, пришлось удалить. И то ли в Индонезии, забыл я уже, или в Латинской Америке. Короче говоря, один деятель, который помогал мигрантам добираться до новой жизни свободной. И он там устраивал просто трэш, издевался над людьми, там, и жизни лишал. А потом, ну, маршрут-то он знает, однажды, ну, как-то погорячее стало, как говорится, да, одно местечко подгорело. И он этим же маршрутом прошел, и просто чудом одна из жертв его узнала, а он такой ходит, несчастный беженец. Ну, то есть, такие ситуации, они не новые в истории, и думаю, что в дальнейшем их будет тоже немало. Тем не менее, возвращаемся к параду. Владимир Путин прибыл на Красную площадь, пожал всем руки, есть этому кадры, практически на всех каналах, все так рады, все так это публикуют, словно это их руки он пожимал. Путин отдельно приветствовал ветеранов перед началом парада Победы на Красной площади, это и Ньюс показывает, рядовка, там просто заливаются от счастья. Начался парад Победы на Красной площади, туда внесли государственный флаг России и Знамя Победы. Дальше Андрей Белоусов принимает парад Победы на Красной площади. Командует парадом главнокомандующий сухопутными войсками армии России Андрей Мордвичев. Ну, хоть не кореец пока что. Владимир Путин начал речь в честь 81-й годовщины Победы. Как отметил президент, сохранение памяти о Победе. Да, я пронаблюдал это. Со своей стороны вы тоже пишите, как вам такая память. Как когда на плакатах перед Днем Победы висят чиновники Единой России. На их фоне даже в одном месте повесили обезьяну, орангутанга. Так орангутанг выглядел, значит, то есть уже хотелось порадоваться. Да, вот насколько всему придает главное значение, это фон, на каком фоне происходит. На фоне единороссов уже обезьяне люди радовались на плакате. Для нас дело чести, а забота об отчизне объединяет всю нашу страну. Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. Ну да, именно он внес вклад, ну, то есть как бы... Ну, не надо просто говорить от имени советского народа, будучи лишь частью. То есть Россия это лишь часть 15 республик, так что за всех говорить не надо, но помнить надо. Я тоже помню, я считаю, что это правильные слова. Расчет военнослужащих КНДР впервые прошел по Красной площади, вот этому уделяется внимание, когда я и начал выпадать в осадок. Я мониторю новости постоянно, когда мне началось на разных каналах сыпаться с какой-то невероятной радостью. Осторожно, новости. Расчет военнослужащих КНДР впервые прошел по Красной площади, понятно, что впервые. Никого в голову не приходило, чтобы они прошли, дай бог им здоровья и их стране развития. Но если это парад Победы в честь тех подразделений, которые отметились во время Второй мировой войны, то они вообще-то отметились. Но они как-то, наверное, не так, как хотелось бы, отметились. По Красной площади впервые промаршировали военные КНДР, они помогали вооруженным силам. Ну, раз они Путину помогали, вот в сегодняшних, да, каких-то его интересах, в действиях против захватчиков на территории Курской области, значит, их, может, Мэш это публикует. Ну, как всегда, мозг отключается, когда включается это самое сыр, власть, люблю, ну, и поэтому у них вопросов не вызвало, а у меня я вздрогнул. Параллельные расчеты Корейской народной армии и войска беспилотных систем прошли по Красной площади. Ну, как говорится, в общем, сами себя, я уж не знаю что, ославили. Путин вместе с лидерами представителями иностранных государств возложил цветы к могиле неизвестного солдата. После завершения парада на Красной площади президент России вместе с гостями последовал в Александровский сад. Да, ну, красивый сад, как говорится, это мы знаем. По Красной площади на параде прошли военные КНДР, это тоже публикует СОТА. Ну, в общем, все этому счастливы, я не знаю, ну, историю не знаю, что ли. Просто вот у меня, как можно не внести фразу о том, что, ну, как-то странноватенько, ну, как-то двусмысленненько, ну, хотя бы так, уж совсем даже мягко, если уж вы любите и обожаете Путина. Ну, просто, ну, блин.
блин, ну это же просто капздец какой-то. Владимир Путин с иностранными коллегами возложил цветы к огню, также восхищается рядовка. Такие новости, честно говоря, основное, вот с разных каналов я собрал. Парад в честь 81-й годовщины победы в Отечественной войне завершен, Путин идет, также пожимает всем руки. Есть и такие кадры, и такие подробности Мэш это публикует. Также они рассказывают, что Владимир Путин и лидеры государств, приехавшие на парад, возложили цветы, тоже это дублируется информация. Ну, собственно говоря, наверное, Путин в своей речи поздравил военных, это со своей стороны сообщает Новая газета Европы. Мне уже любопытно просто, вот кроме меня кто-то, то есть, может быть, дело во мне, может, я что-то не прав, кстати, напишите. Может, я что, перепутал про Корею, или как? Или на параде не так было всегда. Он заявил, 80 раз было, и, по-моему, было так, как я говорю, или нет. Он заявил, что Россия хранит память о Великой Отечественной войне, это я понял. Ну, то ли память короткая, либо старческая, либо маразм какой-то. Ну, просто Корея, ладно, прицепился, виноват. Внес решающий вклад в разгром нацизма. Они Корею показали, что типа вот мы их разгромили. Наверное, может быть так было. Спас свою страну, спас мир, возложил, значит, конец тотальному беспощадному злу, вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покор. Да, вот это мне задело его история. Понимаете, я бы еще простил, ну как бы времена меняются. Но он сам не простил Европе, ну, то есть это Путин, цитата, вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией. Он больше о них только пренебрежительно говорит, превратились в покорных соучастников ее преступлений. Корея ничего не превращалась, она была практически частью Японии. Она искренне и самоотверженно сражалась против Красной Армии. И если бы вот этой фразы не было, можно было бы свести на какую-то там, не знаю, случайность, еще раз, да, времена меняются. Но если ты народом каким-то вспоминаешь, то есть припоминаешь и не прощаешь, милая моя, как ты мог тогда Корею пустить по Красной площади? В общем, у меня нет слов. В Чите на параде Победы по площади прошли жены и матери погибших участников Украины. Это также Астра со своей стороны добавляет. Ну, тут уже по кругу все начинают. И мне только и серьезно, меня вот иногда, когда я читаю, вот вы сейчас практически как в моей рабочей студии, друзья, зашли ко мне в рабочий кабинет. И вот у меня примерно такие бывают реакции. Иногда я думаю, то есть, ну, когда вот только ты один об этом, то есть еще пока никто. Ну, наверное, надо с кем-то посоветоваться. Может, они как я. Ну, просто про Корею, ну, хоть полслова. Ну, объяснить так. Ну, вот понимаете ли. Вообще тишина. То есть это нормально. Потом я обычно успокаиваюсь, монтирую ролик. Ну, просто такая новость. Увидимся, берегите себя. И, конечно же, с праздником людей, для которых это важно, и которые, наверное, как и я, немножко вздрогнули. Ну, в то же время нас ведь готовили. За день до этого чиновники себя повесили на плакаты. Они повесили себя и прогнали нацистскую армию по Красной площади. К ним вопросов нет. Вам, друзья мои, для которых, еще раз это повторяю, важно, с праздником, дорогие мои. И да не повторится никогда ничто подобное. Увидимся. Берегите себя.